Всех приветствую на канале. Сегодня мы опять приехали в аэропорт Актау. Так, а поводом у нас стало отправляем сына в языковой лагерь. Языковой лагерь находится на территории у китайского университета Сиамэнь. Получается как пригород Куала-Лумпура, по-моему, 40 минут до центра там. Вот там они остановятся. Здесь у них сопровождение. Сейчас немножечко все это вам покажу. С Актау летит до Алматы. В Алматы собирается несколько групп, я так поняла, с разных городов. И там уже, да, еще будет дополнительное сопровождение. И уже везут их, получается, в Малайзию. Попросила я сына поснимать, потому что я думаю, сейчас это направление активно развивается. Я думаю, многим будет интересно узнать, как там дети живут, что делают, чем занимаются, как проводят время. По-моему, на занятиях снимать нельзя, мне попадалась такая информация. Вот. Но в любом случае посмотрим, что-то ему удастся снять. Как там быт обустроен, ну, получается, почти у студента. Вот, поэтому попросила его поснимать. И очень надеюсь, что он поснимает, потому что, конечно, он брыкался. Не сильно все ему это интересно, но я прям так утю-тю, чтобы обязательно поснимал, говорю, потому что мы такой, допустим, особо полезной информации не нашли. Есть рекламные буклеты, есть рекламные ролики, но каких-то нюансов и мелочей, то есть каждый раз приходилось задавать вопросы. Но я надеюсь, что запустить небольшой, получается, сериал, как там все это происходит, где будут жить, что будут делать, потому что у нас было онлайн-собрание, и нам прям сказали, что лежать им там отдыхать некогда будет. Вот, занятия у них 5 дней в неделю, 5 дней до пятницы по 5 часов в день. То есть получается 25 часов у них английского языка. Так, ребенку получается у нас 16 лет, группы разные, но летят вместе. Стыковка, получается, будет в Алматы. Лететь будут лоукостером Аэразия. Если сейчас я что-то забуду сказать, то обязательно как бы сделаю голосовую вставку, голос наложу. Вот, и скажу вам все нюансы. Основная точка сбора получается в Алматы. Туда съезжаются со всех городов Казахстана. А также у нас в группе есть дети с России. Далее я размещу фото рекламного буклета со стоимостью. Ну, а мы, рассмотрев все варианты языковых лагерей, все-таки отдали предпочтение Малайзии. Стоимость по Казахстану, в принципе, у всех одинаковая была, но мы запрашивали, получается, несколько агентств. Но мы все-таки взяли напрямую у лагеря в Малайзии путевку, потому что у представителей в Казахстане не было сопровождения именно из Актау до Алматы на наши даты. А напрямую у лагеря было как раз сопровождение и бесплатное, но только до Алматы. Группа, с которой мы летим туда, двухнедельная, а мы летим на месяц, так что мы не попадаем с этой группой обратно. Также отдельно хочу рассказать об условиях перевозок детей без сопровождения у наших авиакомпаний. Если ребенку есть 16 лет, он может лететь сам авиакомпании «Скат» только дневными рейсами не позднее 21 часа, а у Аэростаны до 23 часов. То есть рейсы сесть надо успеть до 11 часов, получается, вечера рейс. Поэтому сын на обратном пути полетит самостоятельно. Это рейс будет Алматы-Актау, именно авиакомпании «Аэростаной». А вот рейсы, которые сейчас летели Актау-Алматы туда, у нас были все поздние, поэтому мы прям усердно искали сопровождение, ну, чтобы самим еще туда не лететь. Наш куратор, вернее, она не наша, а куратор той группы, которая двухнедельная, нашего ребенка передала в Алматы уже другому куратору, который именно уже отвечал за группу, которая летела, получается, на месяц. Самолет летит большой, и большая часть этого самолета как раз-таки занимают этот лагерь, большие несколько групп детей, которые летят в Куала-Лумпур. В основном, по-моему, это как раз вот наш лагерь, про который я буду рассказывать, но разные группы на разное время, и немножко у всех разная локация. Там их потом распределят. Билеты мы покупали сами, то есть были чаты местная группа, потом та группа, которая уже с Алматы полетит в Куала-Лумпур.
Везде, ну, было согласовано, на какую дату рейс, и то есть билеты уже покупали самостоятельно. Была небольшая сложность, потому что детям, ну, электронно не получается взять билеты, если правильно указать возраст. Вот, мы покупали билет, исправляли год рождения, чтобы он постарше был, как, чтобы самостоятельно как будто бы мог лететь. И потом мы созванивались с колл-центром авиакомпании и просто объясняли ситуацию, чтобы они сделали изменения. Вот так, оказывается, можно делать. У нас так делала абсолютно вся группа. Вот, ну, чтобы не бежать там где-то в авиаагентствах, не брать билеты. Покажем немножко нового международного аэропорта в Алматы. Мы сами еще тоже там не были, его совсем недавно запустили. Вот ребенок немножко поснимал, чтобы представление было. Старый был очень маленький аэропорт, здесь, конечно, побольше. Так, получается, дети переночевали в отеле рядом с аэропортом. Вот, и уже, получается, сейчас вылетают на Куала-Лумпур. В данном видео собрала полностью всю информацию от родителей, от каких, кого дети присылали, от кураторов, кто снимал, то, что сын наснимал. Поэтому здесь будут немножко чередоваться и вертикальные видео, и горизонтальные. На это не обращайте внимания. Конечно, хотела максимально собрать всю информацию, чтобы вы имели представление. Самолет был большой, Airbus 330, что-то тире там 200. Авиакомпания AirAsia – это лоукостер, поэтому, естественно, на борту бесплатно предоставляться ничего не будет, или покупать нужно, или, как мы, допустим, ребенку сразу даже сами выбрали меню, ему заказали, потому что нас предупредили, что кухня может быть где-то острая, где-то специфическая. Вот, сами выбрали меню, но это при покупке получается билетов, так что имейте в виду, кормить ребенка на борту не будут бесплатно. Здесь немножко он заснял меню. Кому интересно, можете поставить на паузу и посмотреть. Цены в меню указаны в малазийских рингитах. Что касается связи с ребенком, когда он прилетит, не переживайте, если там не купили какую-то есимку, на связи куратор, он вам говорит, что прилетели, не прилетели, там задержка, не задержка, все это в чат выбрасывается постоянно. Мы своему купили есимку, то есть хотели, чтобы он сразу подключился именно по прилету, чтобы уже в аэропорту на связи был. Так, а детки, которые, допустим, без есимки, их там соберет вожатый в кучку, кому необходимо купить, допустим, обычную симку с интернетом, их группкой отведут и помогут все это оформить. Ну, это уже после заселения. Буквально там день-два занимает. Так что в отеле дети на связи с вами обязательно будут, там есть Wi-Fi. Есимку брали, мы уже неоднократно делились в своих видео, пользуемся MobiMater приложение. MobiMater. Это не реклама, просто делюсь с вами информацией. Так, но сын на нее жаловался этот раз, хотя мы вот и по Европе там везде ездили, везде абсолютно работало нормально, сын жаловался, говорил, что или скорость маленькая, что-то не очень его устроило. А насчет того, какая скорость, кто просто симки покупал, сказать ничего не могу, не знаю. Детей встретили вот на таком красивом автобусе. Потом они немножко сидели в холле, ждали, когда их расселят, и выводили их небольшими группками. Ну, в смысле, заселяли небольшими группками, не полностью всю группу, а так по несколько человек брали, они немножко подождали. Также вот здесь немножко он заснял мне фудкорт, где их покормили после приезда. Вот, и после, сейчас того, как они заселились, он мне снял небольшой обзор номера, чтобы вы имели тоже представление, как будут жить детки.
как раз как выглядит гостиница, где дети живут, снаружи. Вот ванная, вот полотенца идут, набор подарочный. Уже одна здесь кружка была использована, мыло, салфетки, туалетка выдвижная. Диховое все открыто, но закрывается вот штора. Есть коврик, упал, он против скольжения есть. Там шампунь, гель. Так. Здесь сейф. 3 вешалки. Вода. Здесь фен. Здесь чайный угол. Здесь просто холодильник. Здесь, как я помню, для обуви. Здесь сидеть. Вот сам номер. Телевизор. Капец, как много поставок. И вот все. Получается, из того, что было, это вот эти 2 штуки. Это зубные щетки. Это что-то для ухода для лица, как я понял. И 2 зубные пасты. И вот еще в таком же пакетике лежала расческа. И вот раз, два. Здесь было 2 кружки. Одна вот здесь. И все. Балкон тут вот такой. Если будет вкратце. Вот такой вид. Что-то окно запотело. Здесь у нас есть 2 окна. Вот. И выхода на саму вот эту подстанцию нет. Это что-то из-за разряда французский балкон. Вот такие шторки здесь есть. То есть они каждый вот наполовинку скрываются. Еще есть вот такая шторка на ванную. Вот так здесь открывается и закрывается. И вот так оно выглядит открыто. После заселения детям провели экскурсию по территории лагеря. Все им показали. День-два где-то дети передвигаются только с вожатыми до тех пор, как адаптируются. Когда день-два проходит, все адаптировались, все знают, где находятся, тогда им разрешается самостоятельно передвигаться по территории лагеря. По-моему, им ставят какое-то приложение для того, чтобы кураторы, вожатые знали, где в данный момент находится ребенок. За территорию отеля ребенок сам не выйдет, это категорически запрещено. На собрании тоже нам все это озвучивали и просили провести разъяснительную работу с детьми, чтобы не было такого: да я уже большой, да мне все можно. Нет, дисциплина для всех. Дети несовершеннолетние, естественно, и поэтому чужая страна, кураторы, вожатые, организаторы лагеря полностью за ребенка отвечают. Поэтому попросили соблюдать дисциплину.
Дети потом могут разделиться на группы по желанию. Кто-то занимается активными видами спорта, кто-то волейбол и футболы. Есть уголок для настольных игр, то есть все по интересам. В конце уже первого дня, как ребята прибыли в лагерь, вечером им презентовали небольшие шоперы, сумочки. Там футболочка с логотипом лагеря, блокноты, не знаю, по-моему, еще ручки. Все это подарили. А на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что будет еще много интересной, полезной информации, особенно для тех, кто собирается отправить детей в лагерь. Вот немножечко вам ночного вида территории лагеря. И на сегодня все. Всем удачи и пока.